Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущий этого канала, я ведический астролог. И тема нашего с вами сегодняшнего видео – это прогноз на август 2025 года для восходящих скорпионов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильный прогноз, и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также размещена в описании в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. И теперь давайте поговорим о том, что же ожидает скорпионов в августе 2025 года. Первое августовское событие – это полнолуние в вашем третьем доме гороскопа в знаке зодиака Козерог. По моим наблюдениям, полнолуние в третьем доме гороскопа очень часто дает какую-то поездку, а также встречу с друзьями, либо младшими братьями и сестрами. Также полнолуние в третьем доме гороскопа может указывать на разрешение каких-то вопросов, связанных с документами. Это может быть подача документов, оформление документов, либо получение каких-то важных документов. А кроме этого, полнолуние в третьем доме гороскопа некоторым скорпионам может давать выход из социальной сети. Но также третий дом у нас связан с гаджетами, с хобби, поэтому это может быть окончание какого-то курса, смена телефона, смена компьютера и так далее. Следующее событие 11 августа в вашем девятом доме гороскопа выходит из ретроградного движения Меркурий, и он до 30 августа будет еще идти по девятому дому гороскопа. Выход планеты из ретроградного движения – это период, когда мы можем наконец-то добиться ясности, наконец-то решить все вопросы, которые у нас могли затормозиться, либо отложены были в сторону, когда Меркурий стал ретроградным. И в вашем случае девятый дом гороскопа – это, конечно же, какое-то выяснение информации, какие-то переговоры, договоренности с отцом, учителем, руководителем, в государственных органах власти, если у вас были такие вопросы. Но это не то, что мы просто там идем к руководителю с рабочей задачей, да? Это, конечно же, какие-то вопросы, которые касаются нас самих, нашего будущего, может быть, в компании. Также и с учителем какие-то вопросы, которые касаются, продолжим мы работу вместе, не продолжим работу вместе. У вас еще тенденция на такой переговорный процесс, который может касаться уровня оплаты труда или премий, которые вам положены, или каких-то выплат, которые вам положены, бонусов каких-то от работы. Также выход Меркурия из ретроградности может дать завершение какому-то процессу. Например, у вас должен был поменяться руководитель, то есть смена руководства, а также вхождение в какие-то коллективы именно учебные. Именно, может быть, вы хотели куда-то пойти на учебу, в какую-то группу попасть, и у вас, может быть, какие-то качели, может быть, какое-то препятствие было. Сейчас такие вопросы могут разрешаться. И все, что касается документов еще, все, что касается каких-то процессов. Вот у вас и полнолуние в третьем доме гороскопа, и Меркурий напротив полнолуния, то есть вопросы, касающиеся каких-то документов, до оформления, может быть, документов разрешаться. С 16 августа по 16 сентября Солнце зайдет в ваш 10 дом гороскопа. Есть, конечно, один маленький нюанс у этого транзита. В целом Солнце в 10 доме гороскопа будет в своем собственном знаке. И для скорпионов этот транзит всегда крайне благоприятный для того, чтобы искать работу, если вам это необходимо. Но помимо того, что искать работу, этот процесс еще решается чаще всего по оформлению документов, связанных с получением статуса какого-то. То есть это замена паспорта, это оформление визы, это выход на пенсию, это получение вида на жительство, это стать каким-то, вот, допустим, стать родителями, стать бабушками, дедушками, что-то такое. То есть получение нового статуса, который чаще всего сопровождается и получением каких-то официальных документов. Есть один нюанс, что Солнце будет соединяться с Кету, поэтому во второй половине этого транзита, то есть в середине
сентября, начало и середина сентября будет, может быть, сложнее. Могут быть какие-то препятствия, могут быть какие-то тайные такие подводные камни, какие-то тайные, допустим, вещи, которые мешают вам до конца осуществить задуманное. Но в целом транзит Солнца по 10 дому гороскопа — это крайне благоприятное время, если у вас есть такие задумки поискать работу, либо заняться документами, то вот дерзайте, как раз в августе ваше время. 20 августа в ваш 9 дом гороскопа зайдет Венера и будет там до 14 сентября. Транзит Венеры по 9 дому гороскопа — это период, в принципе, налаживать отношения с отцом, учителем, руководителем. Может быть, где-то даже у кого-то промелькнет такая искра в отношениях с руководителем, либо с учителем каким-то, может быть, там в институте, допустим, или в каких-то заведениях. Но также транзит Венеры по 9 дому гороскопа у нас еще создает комбинацию на то, что ваши партнеры, например, могут по браку, например, ходить к адвокатам, нотариусам, либо вы вместе можете ходить к адвокатам, нотариусам, в какие-то государственные органы власти с какими-то запросами. У кого-то из скорпионов это комбинация на то, что у вас может появиться кто-то третий лишний в отношениях, когда вы можете так поглядывать в сторону каких-то других отношений, либо кто-то может вас дергать, вот напоминать о себе. Но в целом этот транзит такой достаточно благоприятный для личной жизни. Он даже может дать какой-то период улучшения после транзита Венеры по 8 дому гороскопа, какого-то отдохновения, может быть, даже или укрепления отношений. Также есть тенденция на то, что скорпионы могут ездить, например, из города в город, из страны в страну по делам, которые будут связаны либо с транспортом, либо с партнерством. Может быть, это, например, поездки с командой какой-то рабочей, либо поездки на какие-то соревнования, но соревнования такие, связанные с чем-то красивым, например, танцы, музыка или что-нибудь такое, либо, может быть, на какие-то лекции по искусству, либо вместе вот с партнером по делам партнера куда-то ездить, тоже такое может быть. Ну, а у кого-то, кстати, скорпионов в этот период может смениться руководство на работе. Или у руководителя уйдет в отпуск, и поэтому, может быть, вы там в работе будете такой статус высокий в это время получать, что вы заменяете руководителя. 23 августа состоится новолуние в вашем 10 доме гороскопа. И новолуние в 10 доме гороскопа — это напрямую как раз-таки получение какого-то статуса. Или новый этап в работе. Это может быть и получение паспорта, визы, вида на жительство, гражданство, свидетельство о браке, то есть регистрация брака. У вас такие хорошие транзиты, кстати, на то, что у вас может быть регистрация брака. И новолуние в 10 доме может еще влиять на 4-й дом, то есть это может быть и поездка, а также что-то новое, связанное с недвижимостью, транспортом, то есть, допустим, переезд, либо покупка, заключение нового договора аренды или что-нибудь такое. И с 30 августа по 15 сентября Меркурий заходит в ваш 10-й дом гороскопа. Но у вас все очень активное, связанное с работой и статусом. Транзит Меркурия по 10 дому гороскопа — это период, конечно, самопрезентации какой-то в работе, может быть, много про себя рассказывать, может быть, много изучать информации о работе. То есть, если вы, например, устроились на работу, то вы, конечно, начинаете изучать, какой там распорядок, какие там инструкции, начинаете оформлять там все внутренние документы, внутренние всякие допуски и так далее. Также это может быть изучение и информации о каких-то общественных мероприятиях, либо участие в общественных мероприятиях, каких-то, может быть, городских, волонтерских и так далее. Транзит Меркурия по 10 дому гороскопа, он, конечно, еще может давать вам немножко такую, знаете, какие-то помехи, препятствия в работе, когда работать надо, но какие-то постоянно обстоятельства вмешиваются и отвлекают вас от работы. Есть тенденция на то, что вы можете свои накопления вкладывать в работу, то есть тратить деньги на то, чтобы поддержать каким-то образом ваш статус, либо ваши друзья могут тоже вам помогать в работе, либо в оформлении статуса. Но в целом у вас такой месяц достиженческий, я бы сказала, достигаторский, вот такой общественно активный, когда нужно будет заниматься такими важными деловыми вопросами. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на август 2025 года для восходящих скорпионов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев
и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.